Друзья, всем привет! На улице лето, и мы продолжаем тему бассейна. В предыдущем видео я рассказывал о том, как мы обновляли печку и купили себе солнечное покрывало. И сегодня подробно об этом. Погнали! Что можно сказать про печь после доработки? Так это то, что она стала работать гораздо лучше, гораздо эффективнее, бассейн греется быстрее, а самое главное, тратится меньше времени и дров. Теперь нагреваем его гораздо быстрее. Но постоянно хочется больше, хочется лучше, хочется быстрее. И для этих целей мы попробовали купить себе вот такое вот так называемое солнечное покрывало, фирменное от Intex. Они бывают разные, бывают разных размеров, на разные формы бассейнов. Под каждую модель бассейна идет конкретно свое покрывало. У нас бассейн, я напомню, 366 на 76, и мы покупаем сюда покрывало на 366 миллиметров. Оно должно полностью накрыть наш бассейн по контуру. И задумка в том, чтобы когда бассейн был накрыт, во-первых, он грелся данным солнечным покрывалом сверху солнечными лучами, как нам обещает производитель, а во-вторых, мы его будем подогревать. И все это дело должно работать именно как одеяло, потому что бассейн очень сильно остывает вверх, в воздух, особенно когда на улице холодно. Вот для примера 21 градус бассейн с утра, совсем не радостная температура. Распаковываем коробку, внутри еще одна коробка, целая матрешка получается. И уже в самой коробке в пакете лежит данное покрывало. По факту покрывало напоминает собой просто пузырьковую пленку. То есть там идет плоский слой сверху и вниз уже непосредственно пузырьковая пленка. Они должны работать как маленькие линзочки, солнце пропускать вовнутрь, а тепло задерживать в воде, не отдавая его вверх в воздух. Распаковываем покрывало. Кладем его наверх. В одни руки, кстати, это сделать достаточно просто. Оно не тонет. И, как видим, все это дело красиво у нас расположилось по плоскости воды. Вода не остывает, все окей, но сразу есть определенные нюансы. Допустим, скиммер. Скиммер у нас идет на поверхности, а когда на нем лежит покрывало, то работать он просто не будет. Поэтому его надо отключить. Снимаем скиммер, ставим комплектную затычку, пока без него. При этом в самом покрывале есть примерно 5-6 небольших отверстий. И, допустим, вот как у меня работает аэратор, туда воздух поступает в воду. Пузырьки идут в воду, поднимаются наверх, упираются в одеяло и через эти отверстия выходят. То есть он не надувается как пузырь. А дальше запускаем нашу печку и начинаем греть воду. Посмотрим, какой получится эффект. Напомню, здесь у нас идет отдельная циркуляционная система. Вода из бассейна засасывается в печку и обратно уходит в бассейн. А покрывало должно задерживать тепло. И вот результат спустя 4 часа. С моей точки зрения, это рекорд. Примерно за 4 часа с 21 градуса мы нагрели бассейн до 30. Результат реально супер. Очень круто, очень быстро. Честно, не ожидал, что прям в 2 раза быстрее, чем без него нагреется вода. Это факт. При этом напомню, на улице не жарко. Июнь у нас, к сожалению, в Беларуси достаточно холодный. Примерно 19-20 градусов, да еще и ветрище в придачу. Хоть и солнышко светит, но погода совсем не радует. А периодически еще и дожди валят. Но ничего, лето обещают жарким, посмотрим, может скоро и переменится. Постояв в накрытом положении еще примерно полдня, температура воды на солнце в принципе не уменьшилась за день вообще. То есть он как был 30 градусов, так до вечера 30 градусов он и остался. Это говорит о том, что это покрывало действительно очень хорошо задерживает тепло. То есть бассейн теплый и не остывает. Может, оно еще и пыталось там подогреваться как-то, но погода, напомню, такая полупасмурная. Вряд ли солнце могло здесь что-то толком донагреть. Надо не забывать один момент. Постоянно накрытый бассейн достаточно быстро зазеленеет, даже если он хорошо захимичен. Поэтому на постоянной основе этим покрывалом накрывать мы бассейн не будем. Нагрели, побаловались и сняли, если холодная погода. А к вечеру немножко распогодилось и можно запускать в бассейн русалок. Ведь именно для этого все это дело и делается.
Как я уже говорил, в одни руки легко его одеть, легко его снять. Но, опять же, напомню, скиммер у нас не работал весь день, и на само покрывало сверху насыпалось всякого мусора. Пыли, пуха, еще всякой ерунды. И когда я снимал покрывало с бассейна, все это, к сожалению, высыпалось в воду. Вот тоже есть минус. И, конечно же, утренний тест. На ночь я оставил все это дело накрытым. На улице была температура примерно 15-17 градусов, то есть ночь была достаточно прохладная. И бассейн до 20 градусов обратно не остыл, как это у нас бывает обычно. Температура воды с утра 25 градусов. А это говорит о том, что если его еще часик-другой погреть, обратно вернемся к 30-ке. Короче, тема класс, советую. Ну, вот как-то так. Про это покрывало все. Надеюсь, было полезно. А кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!